для тех, которые на телефоне. Первая проба пера. Пробуем записать распаковку по теме Минск-3. Наше шифровое название. Это поставка оборудования для измерения параметров антенн и эффективной площади рассеяния объектов. Получаем в виде набора ящиков, которые надо распаковать. Первый пункт — распаковка. При распаковке смотрим документ, который называется Equipment List, и проверяем наличие всех устройств внутри. Запись идет. Смотрим большой ящик. Что у нас в большом ящике? Так, тут, наверное, надо брать перчаточки, чтобы они не пачкались. В большом ящике самый ценный предмет во всем нашем оборудовании — это метрологический шар с якобы известным и очень точным размером. Он шлифованный, не шлифованный, а нет, шлифованный, но не полированный, не блестит. Его надо будет устанавливать на вот это поворотное устройство, которое уже распаковано и стоит на нужном ему месте. Коробка отработана, убираем. Вторая по размеру коробка содержит сэмплинг конвертер. Это база нашего прибора. Так. И, конечно, не забываем отмечать. Достали шар, ищем. Calibration сфера. Номер 18. Ставим крестик. Сэмплинг конвертер SD203. Сэмплинг юнит. Пока без сэмплинг юнита ставим вверху. Смотрим, где у нас сэмплинг юнит. Хочешь посмотреть, как записалось? Это сэмплинг юнит. Сзади у него серийный номер есть. Проверяем по Equipment List, ставим крестик. Потом сюда повернешь, покажешь, что здесь все собрали. Так. В этой же коробке Pulse Generator Mainframe. Базовый блок для управления генератором. Проверяем по Equipment List. Смотрим. Пункт 2. Pulse Generator Mainframe GZ1106DL2. Отметили. Третий по списку Pulse Generator Head. Сейчас он все в пленочке, чтобы мы не пачкали. Это головка генератора, которая дает короткий импульс. Отмечаем. Эта коробка тоже пустая. Две коробки освободили. Что следующее по списку? Кабеля. Смотрим наши кабеля. Так, слишком низко, не видно будет. Тут целая коробка с кабелями, которую одному трудно даже все перебрать. Так. Сэмплинг юнит, позиция 4. Сэмплинг юнит кейбл 15 метров. Serial интерфейс плюс строп. Это включает в себя вот тот белый для передачи данных, для соединения смесителя. Я его положу на тряпочку, на бумажку. И строп генератор кейбл 15 метров. Это кабеля для соединения сэмплинг юнит, сэмплинг конвертер. Относим сюда к прибору. Так, отметили. Отметили. Позиция 4. Позиция 5. Low Loss Phase Stable Cable 26 ГГц. Мы договорились, что там будет 2 кабеля по 2 метра и 2 кабеля по полметра. Это вот такие кабеля, которые аттестованы
проверены записями их характеристик. 4 кабеля. Взяли, отметили. Отмечаем. Есть. Так. Позиция 5. All loss face. Stable cable. 12 метров. Это кабель для фазовой стабилизации при антенных измерений. 12-метровый синий кабель. Отмечаем. Позиция 6 есть. Триггер кейбл. Это кабеля, предназначенные для соединения между мейнфреймом. Потом будем соединять, покажем. От конвертера до запуска. Для запуска идет от конвертера до мейнфрейма и от мейнфрейма до головки формирователя. Все. Что еще? Кабель питания для генератора, для головки генератора. 10 метров отмечаем. Так. Ну и шнуры питания и соединения USB для подключения прибора к компьютеру. Так, в комплект приборов у нас еще также входит. У нас дальномер был здесь. Не вижу. Измеритель уровня для того, чтобы выставить поворотное устройство точно горизонтально. Где-то был. Вот. И дальномер. Дальномер еще не распаковывали. Будем распаковывать, посмотрим, как работает. Так, эта коробка пустая. Следующая коробка. Калиброванные антенны. Double Rigid Horn до 26 ГГц. Я их пока положу где-нибудь сбоку, потому что нам надо будет монтировать их сейчас. Набор аксессуаров. 2 усилителя. Усилитель 2.18, 18-26 ГГц. Набор ассимиляторов 20-10-6 дБ. И фильтр. При распаковке потом увидите. Когда будем ставить, будете подробно видеть. И шнуры питания к усилителю. Вот этот шнур питания. Усилители кладу отдельно. Пока нам не нужны. Так, эта коробка тоже пустая. Последняя коробка. Это просто-напросто триподы. Они запакованы так красиво в коробочках. Надо будет достать это вот так. Только не кверх ногами, то неустойчиво стоят, могут упасть. Сейчас откроем, достанем, чтобы не падали. Сверху у них винт, поэтому защищен пенопластом. Ну и дополнительно он защищен этот винт еще пластмассовым колпачком. Сейчас покажу. Вот пластмассовый колпачок, чтобы не ударить резьбой. Резьба стандартная, 3/4 дюйма для крепления других устройств. Колпачок кладу обратно, коробку складываю. Второй трипод. Колпачок снимаем. Ставим обратно. У него есть инструкция по пользованию остается в коробке инструкции. Вот это две коробки с самими триподами и триподом две головки Манфрота. Вот и, собственно, весь набор. Кроме того, еще там есть контроллер, который уже стоит на столе. И, собственно, сама поворотка, вот эта вот махина. Это пилон
сделан из диэлектрика с малым коэффициентом отражения для измерения параметров объекта без учета этой земли, которая может быть рядом. Ну вот это головка для установки антенн. Между триподом и этой головкой предусмотрено еще крепить пластину с устройством, которое подключается кабелем к антенне. На один из триподов это устройство будет передающей частью, то есть генератор. Вот этот вот GZ1117BN25 Pulse Generator Head. Она крепится между триподом. Поднять повыше? Давай повыше. Вот, ну, как-то так. Вот эта головка приготовленная для подключения. Головка генератора, куда надо только подать два кабеля, один питание, один запуск. А отсюда передается на антенну сигнал по кабелю. И на вторую часть мы вешаем наш приемник. Приемник это называется Sampling Unit. Таким же образом. Да. Отрабатываем норматив за одно время. Посмотрим, сколько будет. Потом буду сказать, зачем вам 5 дней? Да? Если вы за полчаса собрались. То есть таким же образом надеваем эту пластину с отверстием на винт, который торчит из трипода, торчит от режима. Аккуратненько накручиваем головку, желательно не бросая ее при этом на пол. Вот у нас другая часть устройства подключена. То есть это вот приемник и передатчик. Ну что, распаковка, я считаю, закончилась. Осталось теперь соединить приборы между собой. Это уже согласно новому документу который называется как? Wiring диаграмм. То есть у нас в описании есть диаграммы, согласно которым надо соединять приборы. Одна диаграмма это для измерения эффективной площади рассеяния, при этом две антенны становятся рядом, и объект лежит на поворотном устройстве на пилоне. Другая схема wiring диаграмм называется полигон антенных измерений во временной области. Это во временной области антенна стоит напротив антенны, передающая запускается от осциллографа, генератор запускается, а приемная стоит на поворотном устройстве, и диаграмма направленности измеряемой антенны находится на поворотке вместо этого шара. Ну что, в следующее видео будем делать сборку для измерения эффективной площади рассеяния. Собирать будем по этой схеме. Все, кино закончилось. Последний метод нажимайте. Пошла. Добрый день, дамы и господа. Сегодня будем снимать видео по сборке хардвара. Есть такой документ, называется Hardware Installation Manual для измерения эффективной площади рассеяния. В этом документе вы можете посмотреть пошаговый порядок сборки с фотографиями всех основных узлов. Сейчас мы снимем короткое видео. Значит, сама схема инсталляции будет изображена в описании, и она включает в себя. Смотрите, что у нас есть. Поворотное устройство с объектом, измерения которого предстоит сделать. Две антенны, передающие приемные, и два приемника. Sampling Unit с усилителем и генераторная головка для передачи. Основное устройство это наш
осциллограф, который называется Digital Sampling Precision Converter. На схеме он изображен вот здесь. Блок генератора для запуска генератора, и вся информация отражается и отображается на компьютере. Давайте рассмотрим основные узлы. Значит, главный узел при измерении это все-таки поворотное устройство. Сейчас он находится в процессе сборки. Туда устанавливается узел вращающегося соединения. Он состоит из основного блока двигателя управления и пилона для развязки этого металла от объекта, который будет стоять сверху. Для соединения используется 4 кабеля. Можете подойти с этой стороны, мы покажем такие кабеля. Обойди с этой стороны, помешай. Ну вот эти кабеля, видно здесь? Это не видно будет. 2 серых и 2 цветных. Для чего 4 кабеля? Для того, чтобы управлять двумя осями этой поворотки. Одна из них ось это линейная, вот эта линейка осел. И другая вращающаяся двигатель, которая стоит внутри этого металлического устройства. Смотрим другую часть этих кабелей. И подключение контроллеров. То есть мы посмотрели по схеме вот эту часть. Отсюда выходит 4 кабеля. Эти 4 кабеля подключаются к 2 контроллерам. Один из этих контроллеров One Axis контроллер GZPU 1.20 AZ, что значит азимут. И это вот это азимутальное, или наоборот. Да. Это азимутальное, это а это линейный. Так? Да. От линейного идут 2 серых кабеля, они здесь подписаны. Linear Axis Encoder Cable и Linear Axis Motor Cable. То есть это силовой кабель на мотор, а это кабель данных. Нервы. Тут они подписаны, разъемы у них разные, так что перепутать невозможно. Для азимутального подключения... Как А? подсоединить? Ну, фиксация этого подключения... Для фиксации этого соединения используется специальный хомут, который предохраняет выдергивание этого кабеля из разъема, поскольку разъем, как видите, не закрытый и не зафиксирован, как вот этот кабель энкодера, то такое крепление обязательно. Может, не так вставили? Давай посмотрим. По-другому нельзя вставить, только так. Вот оно вращается. При вращении зажимает кабель к этой скобе. Фиксация осуществляется таким способом. Вставляется за кабель и вращение отверткой фиксируется. Тут смотрим, чтобы не был натянут кабель, чтобы провода в этом разъеме свободно висели. Так. С этим понятно. Значит, как у нас эти контроллеры подключаются к компьютеру? В одном из контроллеров для подключения к компьютеру это у нас линейная, да? Управление линейной осью. Предназначен разъем, вот здесь снизу можно прочитать. RS-232PC маркирован так разъем. Да, куда? Он подключается к компьютеру в разъем. Предназначен был бы для RS-232, но поскольку у нас тут один разъем, то мы используем еще дополнительный переход МОХа. Адаптер с RS-232 на USB. Вот. Второй контроллер. Просто не видишь, она слегка идет. Так. Передняя кнопочка. Ось для вращения GZPU 1.20 AZ, азимут, что значит? Контроллер этой оси соединен с компьютером с помощью Ethernet соединения. Здесь она без всяких у нас доработок, вот Ethernet в Ethernet включен. Ну что, это сейчас можно считать закончено. Мотор и куда эти кабели надо коннектить, да? Осталось тут два кабеля, это сетевые. 230 вольт силовой
И здесь 230 вольт силовой кабель. Это в сеть 220 вольт. Все, соединение здесь закончено. Если хотите, можем еще посмотреть. Вот эта часть у нас подключена. Все, половина. Значит, нам осталось рассмотреть вот эту часть. Это будет в следующем фильме. Хорошо? Хорошо. Пошла. Значит, мы отработали половину схемы соединения, схема измерения эффективной площади рассеяния. Мы собрали поворотку, подключили ее к компьютеру. Следующая половина включает в себя основную часть. Это осциллограф, генератор, осциллограф-осмеситель и две антенны, приемная и передающая. Начинаем с осциллографа. Он называется Digital Sampling Precision Converter SD203. На схеме вот тут находится. Значит, развернули его задней панелью, чтобы лучше было видно, и смотрим, что у нас тут надписи. Sampling Unit, Strop SMA, Sampling Unit Data. И соответственно этому два кабеля. Один кабель Data Cable, разъем типа Ethernet, вставляем в нижний этот разъем, маркированный как Sampling Unit Data. Ответную часть этого кабеля подключаем к смесителю. Смеситель вот тут, этот выходной разъем, он висит на удлинителе. Значит, чтобы сильно не пачкать кабеля, постараемся их тоже положить на пленочку. Вот эта пленочка здесь в стороне немножко находится. Ну, соединение осуществляется вручную, без всяких ключей. Фиксация с помощью резьбы. Раз. Другой кабель. Название Strobe Cable. Это кабель для запуска строп импульса в смесителе. То есть он у нас... Где у нас? Вот генератор. Ой, осциллограф. Вот Data Cable мы подключили к Sampling Unit. Теперь подключаем Strobe Cable. Обозначено на схеме оранжевым. Подключаем его к разъему SMA с надписью Sampling Unit Strobe. Тут желательно фиксировать с помощью специальных ключей с динамометрическим усилием, не превышающим. Вот. Щелчок. Щелчок значит фиксация нормальная. И обратную часть кабеля подключаем. Это чтобы положить его на пленку. Дальше не пачкаясь, лежит на пленке. Сзади под смесителем видим надпись Strobe. Тоже название. Накручиваем сначала руками, фиксация с помощью динамометрического ключа. Идет? Видно? Да. Смесители подключили. Теперь надо этот наш осциллограф соединить с блоком генератора. Блок генератора Mainframe называется Pulse Generator Mainframe, газета 1106 DL2. Поворачиваем его на заднюю сторону. Кстати, там не видно переднюю сторону, не покажу. Здесь смотрим, что у нас есть. Сетевой кабель, переключение RS-232 Manual и кабель для подключения RS-232. То есть с этой стороны никаких соединений пока не требуется, кроме как сетевого кабеля. Сетевой кабель можем поставить и на наш осциллограф. Когда мы соединяемся со смесителем, мы еще его не подключали. Так. Готово. Значит, что еще у нас не подключено с этой стороны? Смотрим по схеме. У нас есть еще вот такой выход из осциллографа, который назван генератор. Вот видим этот генератор. И к нему подключается кабель RF Cable 2
триггер 10 метров. Ищем такой кабель. У нас тут стопки. Вот кто это. Чем я буду их откусывать теперь? Ну, балды. Ну. Там есть надпись? Ну, надо кусачки. Нет, кусачки нужны. Просил, чтобы никто не делал. RF кабель 2, 10 метров. Вставляем его в этот выход. Фиксируем динамометрическим ключом. И теперь у нас сзади все соединения сделаны. Можем всю нашу схему повернуть по оси, аксис на 180 градусов. Сбоку, чтобы спереди. То есть мы имеем два сетевых кабеля, один кабель запуска. Сетевые кабеля потом вставляем в розетку, обычно здесь у нас вот. И смотрим с этой стороны. С этой стороны тот кабель, который мы вставили в сэмплинг-конвертер под названием генератор, подключаем к входу триггер для запуска мейнфрейма нашего, блок управления генератором. Все, соединение, это соединение синее сделано. Теперь с выхода мейнфрейма нам надо подключить два кабеля на запуск головки, на генератор head. Это у нас кабель питания 10 метров и RF кабель номер 1, триггер 10 метров. Ищем RF кабель номер 1, 10 метров. Подключаем его. Но здесь без кусачек я не обойдусь. У вас нет кусачек? Какие-то козлы тут опять, хомуты опять надели. Языков пришел, а боя нет. Ну ладно, принеси кусачки, чтобы не можем работать. Без кусачек. А вот еще раз скажешь, кусачки еще. Обед у меня. Ну, тогда после обеда придется продолжать. Тебе это хватит? Сейчас разъем сломается таким образом. Сейчас кусачки пойду жрать. В задней части нашей головки генератора есть разъем, который называется, надо смотреть по шильдику его название, интересно, а вот тот шильдик, он еще не снятый. То есть он называется input. Здесь триггер out подключается. Надо, конечно, здесь съемки пленки все эти посрывать. То есть это мы соединили вот этот синее соединение, теперь черное DC Power 12 метров, кабель маркированный DC Power 12 вольт, пардон, 10 метров. 10 метров тут не написано, тут написано 12 вольт только. Но, судя по размерам, он может быть 10-метровый. Тут, к счастью, у нас нет хомутов. Раскручивается нормально. Там я, к сожалению, не посмотрел, не взял кусочки, чтобы откусить хомуты. Ну и тут ошибиться трудно. У нас с таким разъемом к задней части генератора больше ничего не подходит. Тут единственное надо посмотреть, что здесь ключ есть. Такой паз на разъеме. Убедиться, что мы вставляем именно ключ по ключу разъема. Все, генератор подключен. Значит, что мы имеем? Генератор на триподе. На этот трипод можем вешать антенну. Она будет передающая антенну. Трипод кривой. И смеситель на триподе. Здесь осталось только поставить антенну. И антенну направить в сторону объекта. А кусачки принес? Да. Спасибо.
Он мне в карман положил, я и увез. Смотри, надо прикусить, тогда мы можем свободно. Как не надо падать. Так, это устройство готово. Можем подойти посмотреть, теперь как Я тебе нужен? антенны Сергей. ставить. Для крепления антенн есть такая часть трипода. Площадочка, которой эти антенны можно прикрутить с помощью наших винтов. Стандартно здесь 1/4 дюйма резьба, но нам она не нужна. Так, я делаю фото. У нас свои есть крепления. Наш винт обычный металлический, но его можно вставить вот сюда. Так, это у нас для этих винтов нам не надо сейчас. Копеечка используется фотографами для крепления своих фотоаппаратов на 1/4 дюймовую резьбу. У нас резьба метрическая здесь. Это не дюймовая резьба, наше специальное крепление. Мы используем только площадки, винты свои. Чем винты специальные, тем что у них сделано еще понижение перед головкой винта. Сейчас я на втором покажу более внимательно. Которое позволяет свободно ходить в этом пазу. Сейчас увидите. Вот тут понижение. Резьба идет не до конца, она идет в понижение. Вставляется, это подробно показываю, как. С задней части площадочки вставляется до конца и смещается. Теперь винт тут ходит свободно благодаря этому понижению, потому что если была резьба, он бы там застревал. Понижение позволяет ходить свободно. Ну вот, это наши антенны DRH 126 ГГц. Вот они смонтированы таким образом, что мы можем их ставить на антенну. Double Rigid Horn, антенна GZ 226. Разъемчик воздушный. Вешаем на антенну. Ну, допустим, это приемная антенна, поскольку со смесителем. Защелкнули, готово. Очень кривые эти триподы. В наших тех триподах они стояли ровно, а здесь как-то болтается. Вот это свободное положение ноги мне не нравится, что она как хочет, так и стоит. Надо как-то фиксироваться. Сверху здесь есть глазок для вставления уровня, если хотим триподы ставить, поставленный вот этот зеленый глазочек. Но как их выравнивать, только длиной ног получается. И они как-то не фиксируются. Длина ног. Непонятно. Так, ну и вторую также антенну вешаем. Сначала на пятку, вот сбоку можешь зайти. Вот отсюда может быть. То есть упирается в пяточку, и при опускании защелка срабатывает сама. Убирается она, нажимаешь на защелку, вот вводишь в сторону, и так. Остается в заведенном состоянии. Обратно вставляется так. Вот это движение надо отработать, чтобы не ломать антенну. Пяточку. Раз, одной рукой вставляешь, двумя руками снимаешь. Все понятно? Значит, антенны по описанию ставятся как можно ближе друг к другу, параллельно. Это выставляется с помощью вот этих винтов или передвиганием ног. Значит, тут можно регулировать поляризацию антенны. Вот это поляризация. Это азимут. Винты азимута. Или элевация. Это винт элевации. Вот. Если у нас там стоит объект, то мы выставляем уже по объекту. Так, высоту антенны тоже можно регулировать с помощью выдвижной вот этой штуки. Надо ее найти, как она выдвигается. Как-то без всяких винтов вручную просто. Постройки, вращения нет у него. Ну, высота антенны будет зависеть от того, на какой высоте расположен объект.
Вот, когда объект уже поставлен, мы заходим сбоку, прикладываем лазерный уровень и смотрим, куда он светит. Вот там можете посмотреть туда. Вот сейчас он светит на низ поворотного устройства, не поворотного, на низ подставки под объект. Если хотим повыше, вот когда поставим шар, мы можем регулировать с помощью этих винтов высоту. Все? Я думаю, хватит. Вот. Да. Готово. Еще не моргает, нормально. В предыдущем фильме мы показали, как собрать схему для измерения эффективной площади рассеяния. Собрали почти все, кроме основной части подключения антенн к приемнику через усилитель, если требуется, и подключение генератора к антенне. Вот мы можем посмотреть здесь, как это выглядит. Как видите, у нас вход антенны приемной и передающей ни к чему не подключен. Значит, нам надо подключить вход антенны к входу смесителя и выход генератора к входу другой антенны. Значит, если нам потребуется в условиях эксплуатации, что сигнал слишком слабый, если маленький объект, то потребуется усилитель. И если очень большие эфирные шумы, нам потребуется фильтр. Пойдемте посмотрим, как выглядит это устройство. Значит, имеется в поставке два вида усилителя. Один от 2 до 18, 28 дБ гейн. И другой от 18 до 26, 30 дБ усилитель. И фильтр имеем. Полоса, не помню. По названию фильтра трудно понять, какая полоса, но можно посмотреть спецификации. Сейчас посмотрю. Фильтр. Вот мы смотрим. Equipment list. Фильтр от 8 до 18 ГГц. Значит, в этом фильме можно показать, как монтируется усилитель. Вот для примера возьмем усилитель 2.18. Снимем колпачки, чтобы потом не мешались для подключения кабелей. И вот тут есть отверстие, куда можно будет ставить винтики на М4 и закрепляем на усилитель. Так, ну поскольку здесь подход неудобный, я предыдущую антенну отодвину немножко. Так, ты не шаркай там, пожалуйста. Слышишь? Я там тебе помогаю. Ну, твои шарки. Смотреть, как Все, отойди. там. Отойди, видишь? Вот, значит, на двух винтах это все крепится. И смотрим на шильдик. Что здесь написано? Тут написано RF in, RF out. Значит, на вход усилителя мы соединяем выход от антенны, а выход усилителя подключаем к входу смесителя. Сейчас найдем соответствующие кабеля. Значит, вот у нас есть поставки два кабеля по полметра. И по нашей схеме полуметровые кабеля предназначены для того, чтобы, если получится, вот так вот соединить выход усилителя с входом смесителя, канал 1, ну, как-то так. Это мы подключили выход усилителя к входу смесителя, сигнал будет усиленный. И выход антенны или вход смесителя, как она работает. Так, надо попасть на высоко стоит, трудно попадать в него. С входом усилителя. Поскольку, как видите, я там не докручивал, надо будет все зафиксировать для высокочастотных соединений с помощью специального динамометрического ключа. Сейчас оно мне не подойдет.
рукой, хотя лучше иметь его всегда в кармане. Но сейчас я принесу. У меня на столе там лежит. Извините. Хочешь фотографироваться? Значит, вот здесь и здесь до фиксации. Вот сколько еще не докрутил. Да, потому что высоко, неудобно было докручивать. До щелчка надо крутить. Оп, щелчок. Тут у нас оп, щелчок. Тут также. СВЧ соединение, извините. На приемной части все выполнены. Этот кабелек видно коротковатый. Сюда лучше подлиннее. Осталось подать питание. Для питания у нас есть специальный кабель. Тут вот такая вот устройство с соответствующим разъемом. Смотрим, с какой стороны ключ. Ключом на меня от смесителя. Оп. Соединение. Питание считаем, что подано. Тут преобразователь. Стандартный блок питания. 220 вольт на питание нужное для усилителя. Наверное, 12, я думаю. Да. Power cable 12 DC. С обратной стороны этого преобразователя нужно еще сетевой кабель. Таким образом, и все это включается в обычную розетку. Допустим, такую. Все. Питание подано, лампочка загорелась, усилитель подключен. Так, теперь что касается передающей антенны. Поскольку выход генератора, в отличие от входа смесителя, у нас не 50 Ом во всей полосе частот, мы имеем большой коэффициент отражения от выхода генератора. Вот выход генератор, там у него на выходе стоит короткозамыкатель, поэтому он только номинально 50 Ом. Он на 50 Ом выдает ту амплитуду, которая записана в его спецификации. Но на самом деле, если у нас идет отражение какого-то устройства до входа генератора, то оно отражается обратно. Поэтому вот эта длина двойного прохода через кабель между выходом генератора и входом антенны очень важна для измерений, для наших, поскольку она ограничивает временное окно. Временное окно наших измерений, если мы не хотим получить переотражение от этого конца, повторное по этому кабелю, не может быть больше, чем длина двойного прохода кабеля. Поэтому чем длиннее кабель, тем больше временное окно мы можем использовать. Поэтому здесь заложен кабель длиннее. Хоть он имеет дополнительные потери по сравнению с полуметровым кабелем, зато мы можем работать в большем временном окне. Сейчас кабель 3 метра. При скорости распространения в таком кабеле около, мы имеем задержку в длине кабеля, электрическую задержку около 5 наносекунд на метр, немножко меньше, 4,5. Значит, в одну сторону мы имеем 3 раза по 4,5, сколько будет? 3 4 12, плюс 3 5 15, значит 13,5 секунд в одну сторону и в другую сторону. Двойной проход получается 27 наносекунд. Это то окно, где мы не будем иметь переотражение. Ну вот у нас все СВЧ соединения произведены. Мы можем приступать к измерению эффективной площади рассеяния. Значит, на поворотное устройство
Картинки какие-то. Для калибровки используется сфера. Сейчас мы ее туда выдрузим. И можно юстировать. Так, вот тут еще можете подойти посмотреть. Значит, в этом поворотном устройстве, кроме того, что есть пилон, который можно использовать как подставку для объекта для измерения срединной площади вращения, имеется еще кабель, который через СВЧ вращающееся сочленение может быть подключен к какому-то устройству на этом пилоне. Обычно это антенна, которую мы хотим измерять. Другая схема измерения будет показана вам позже. Схема измерения антенн. То есть сюда ставится образцовая антенна, потом антенна андетест, измеряемая антенна, и тогда мы это соединение через вращающее сочленение выводим на приемную часть. Вот тут есть выход с этого сочленения к приемной части смесителя. Там у нас стоит предыдущая антенна, здесь приемная, но это в следующем фильме. Сейчас мы ставим шар и выставляем антенны в рабочее положение. Вот, шар у нас специально калиброванный, чтобы его не пачкать, я использую перчатки. Опять же, коронавируса. Хороший срочный, вот как-то так он будет стоять. Этот кабель, если нам будет мешать, мы его можем убрать временно. Чтобы здесь не было дополнительного металла. Поскольку металл внизу и металл сверху, а тут что-то будет отражаться, мы его так элементарно можем откусить. Потом опять продевать, если придется. Это неудобно, надо расстегивающийся сделать. И этот кабель расположить где-то внизу, чтобы он не цеплялся за какие-то трубки. Ну что, я думаю, сделаем схему. Я потерял. Как видите, измерения по этой схеме, все соединения сделаны, измерения можно начинать. Ну что, конец фильма этой серии. Несколько слов о том, на какую высоту и как выставляются антенны. То есть для начала мы измеряем высоту центра нашего калиброванного шара до земли, до основания. Ну, допустим, в данный момент я вижу 1 метр 977 миллиметров. Значит, почти 2 метра. Желательно, чтобы антенны стояли на той же высоте, чтобы не было большого перекоса. Значит, к центру антенны прикладываем вот эту штуку и смотрим от земли высоту. 1,908. Значит, на 70 сантиметров, на 7 сантиметров, извините, антенна сейчас ниже. Можно приподнять, если есть возможность. Но тут сколько у нас дает. Это ограничение, значит. Тут плавных подъема нету. Только так. Ослабляем винт. Выталкиваем. Вот тут спичный коробок это 5 сантиметров. Я думаю, сантиметров на 7. Вот так до максимума. На 8 мы подняли. Можно еще раз проверить. Значит, от центра апертуры антенны. Ой, не в ту сторону. Поверну. К середине антенны. Пол. Вертикально 1,970. Так. 1,973. Отлично. То есть это достаточно точное совпадение. Так, тут смотрим, как-то не горизонтально стоит. Вот это сама, не вертикально. Это от того, что это из этих или там, не вертикально, или тут не вертикально. Очень неудобно у них ноги, они не фиксируются. К сожалению, по углу раскрыла, поэтому может стоять не вертикально сама ставка. Вот сейчас одна туда, другая сюда смотрит. Это тоже приподнимаем, сколько можно. Сдвигаем как можно ближе. Ну вот, высоты
выбраны. Антенны стоят параллельно. Осталось теперь фиксировать антенны на наш шар. Для этого прикладывается, где у нас свет? Тут света нужно. Основание дальномера к апертуре и смотрим, куда идет свет. Это почти попал. Заодно, если требуется нам потом измерение длина, то ее можно тоже измерить. Нажав на эту кнопочку, видим 3 метра 920 миллиметров. 3,92. Также рисуем вторую антенну. Видим, что шар мимо. Так, слишком близко приближается. Раздвинуть и перемещением плавно подстраиваем по центру шага. Вот сейчас более-менее системно. Можно проверить расстояние. 3,917. 920, 917. Погрешность 3 мм разница. Достаточно хорошо. Да, точно. Можно приступать к измерениям. Вот опять перешел на футы. На этом фильм закончен. Следующий фильм про тестировку.